Предвыборная кампания в стране разделилась на до и после землетрясения. По телефону все говорят про выборы, между собой все говорят про выборы. Это примерно как в России, наверное, вот в 2011-2012 году. Вовсю обсуждают, что Кылыч Дароглу ненавидит русских. Чуть ли не всех сразу депортируют. Раз его не выбрали, значит, он где-то не доработал. Наш президент – великий лидер, как и Путин. Мы, молодежь, хотим новых политиков. Разве вам не кажется, что стране нужны новые политики? В Турции есть демократия. Каждый голосует за того, за кого хочет. Когда выступаешь с какой-либо критикой в адрес действующей власти, на следующий день уже приходят и стучатся в твою дверь. Во всех больших городах, например, здесь, в Стамбуле или в Анкаре, выигрывает оппозиция. Мне это видится очень хорошей схемой, которая защищает эту избирательную систему от массовой фальсификации. Что будет происходить в Турции? Начнет ли Эрдоган закручивать гайки еще больше? Привет, друзья! В четверг объявлены официальные результаты выборов в Турции, которые несколько недель обсуждали во всем мире, а в самой Турции называли ни много ни мало выборами столетия, ведь впервые за 100 лет существования Турецкой Республики, как раз ровно век исполняется в этом году, на голосование за нового президента был объявлен второй тур. На эти выборы пришло рекордное количество человек, около 90% от списочного состава избирателей. А разница между главными кандидатами составила всего несколько процентов. То есть страна разделилась, как принято говорить, 50 на 50. И казалось, что массовых протестов после победы кандидата от власти не избежать. По крайней мере, в российских телеграм-каналах и во многих СМИ Турции предрекали и Майдан, и чуть ли не гражданскую войну. Но в итоге все прошло максимально тихо, и оппозиция сразу приняла результаты голосования. Почему никаких протестов не случилось? Возможно ли вообще настолько конкурентные и честные выборы в типичной автократии? И что результаты этого голосования значат для России и всего мира, между которыми Турция стала, как вы сейчас знаете, главным посредником? Карина Мухуддинова следила за этой во многом действительно беспрецедентной, извините за это слово, кампанией изнутри. И поговорила с совершенно разными жителями Турции о том, как они прожили эти месяцы и каким видят теперь свое будущее, когда находящийся уже 20 лет у власти Эрдоган вновь стал президентом. Я всю жизнь живу в Стамбуле. Работаю директором по развитию в фирме, которая занимается электроникой. Пишу статьи, стихи, даже пишу книгу. Я прожил здесь всю жизнь. Работал на фабрике, вышел на пенсию. Теперь занимаюсь мелкой торговлей. Раньше я работала секретарем в Министерстве образования и в школе. Сейчас, чтобы обеспечить своим детям учебу в университете, мы с мужем открыли свое кафе во дворе. Я Муса Озер. Живу здесь с рождения. Занимаюсь сельским хозяйством, выращиваю апельсины. Я Джан Озер, жена господина Мусы. В Анталии я живу около 45 лет. Ну, может быть, 42. Я работал директором отелей в нескольких курортных поселках под Анталией. Сейчас вот держу пекарню. Мы печем пироги. За кого вы голосовали на выборах президента Турции? За Кемаля Кылыч Дароглу. Конечно, за Эрдогана. Кылыч Дароглу. Реджеп Таип Эрдоган. Кылыч Дароглу. Я отдал голос за него.
Эти выборы очень важны для Турции, потому что на них решается, какой режим будет провозглашен в стране, по какому пути мы пойдем. Сейчас все решения принимаются единолично, одним человеком. И нас это беспокоит. Ведь это прямая дорога к диктаторскому режиму. Как тебе атмосфера в Турции в последнем месяце? Ну, как, очень напряженная, неоднозначная. Сейчас, конечно, все переживают на тему выборов, и у всех на повестке дня вопрос, что будет дальше, чем закончатся выборы, кто победит. По телефону все говорят про выборы, между собой все говорят про выборы. Всех при встрече со знакомыми первый вопрос — это что, за кого ты будешь голосовать, какие у тебя взгляды, что ты думаешь по этому поводу. И мне кажется, это примерно как в России, наверное, вот в 2011-2012 году, когда были выборы, и когда были митинги. Вот ты идешь, там, я не знаю, на Чистую, на Пушкинскую, у тебя есть это ощущение, ну еще чуть-чуть, и может быть. И мне кажется, сейчас у турок что-то подобное. Оппозиция очень долго к этому шла, она очень долго объединялась, очень долго вбирала в себя самые разные политические силы. И, конечно, как многие говорят, это последний шанс для оппозиции победить Эрдогана. Эти выборы в Турции должны были пройти только 18 июня, но их перенесли ровно на месяц. В итоге первый тур прошел 14 мая. Формально Эрдоган объяснил этот перенос тем, что июнь – это лето, отпуска, и никто просто не придет на эти выборы. Но на самом деле 14 мая – это больше, чем просто дата. Именно в этот день, в 1950 году, на выборах в Турции впервые победила Демократическая партия. И именно тогда в стране установилась многопартийная система. До этого много лет здесь правила Республиканская народная партия – ЧХП, которая существует до сих пор и которую возглавляет главный конкурент Эрдогана Кемаль Кылычдароглу. Учитывая, что партия справедливости и развития, которую возглавляет сам Эрдоган, позиционирует себя как консервативные демократы, символический смысл этого переноса понятен. В политической памяти Турции дата 14 мая действительно имеет огромное символическое значение. И я думаю, что власти сделали ставку именно на это. Но сказать, что вот это имеет какой-то смысл для широкого избирателя в Турции, я бы не решился. На мой взгляд, самое правильное объяснение заключается все-таки в резко ухудшающемся экономическом положении республики. Даже один месяц, даже одна неделя очень многое меняет, очень многое решают в Турции. То есть никто не знает, что будет с турецкой экономикой через месяц, поэтому я думаю, что было принято такое решение перенести выборы на месяц раньше. Экономическая ситуация в Турции действительно очень тяжелая. В конце прошлого года инфляция достигла 85,5%. И цены продолжают расти, причем даже на самые необходимые продукты. Например, цена на обычное сливочное масло в последнее время выросла на 138%. Она очень популярна здесь крупу булгур, но это, как в России, гречка. Она выросла больше, чем на 300%. Килограмм мяса здесь стоит 650 лир. Это 2600 российских рублей. Когда идешь на рынок, все жалуются. Представьте, люди не могут себе позволить купить картофель или лук. У кого-то дома не бывает мяса. Думаю, в среднем люди могут купить 2-3 килограмма фарша или мяса в месяц. Вряд ли больше. Стоимость жизни очень высока. Раньше мы покупали фарш за 55 лир, а теперь он на 300 лир дороже. Понятное дело, что нам тоже приходится повышать цены в нашем кафе. Нам ведь тоже нужно на что-то жить и сводить концы с концами. Люди сами по настроению повышают цены.
Вот как по-вашему? Когда мои апельсины, которые я продаю в начале сезона за 5-6 лир, в магазине в моей деревне продаются за 17-18 лир. Почему так? Цены на продукты выросли вот от 5 и где-то там до 7 раз, если мы смотрим в лирах. Сюда все переезжали, я говорю про там, свой поток, да, которые переезжали до начала войны, кто переезжал, потому что хотелось жить покомфортнее, да, то есть переезжали из-за тепла, которого тоже не так много осталось, и из-за цен. После того, как цены выросли даже для нас уже на тот уровень, когда ты понимаешь, ты смотришь и понимаешь, что ты уже более высокий уровень жизни себе, возможно, можешь позволить в другом месте. Переехав сюда, было несколько попыток устроиться по специальности и в русскую школу, и в клубы, но все они не увенчались успехом, потому что, как бы так помягче сказать, немножечко лукавили. Люди, принимая меня на работу, говорили одно, а на момент зарплаты было совсем другое. И турецкий доход, он здесь просто несопоставим с уровнем жизни, и это очень тяжело. И какую по итогу тебе реальную зарплату предлагали? Турецкую? Какая-то там 5-6 тысяч лир. 6 тысяч лир, то есть по нынешнему курсу 24 тысячи рублей. И это получилось за месяц работы? Да. То есть отчасти проще не работать, чем зарабатывать столько. Пенсия, которую я сейчас получаю, это 8 тысяч турецких лир. Кому хватит на жизнь 8 тысяч лир? Мне кажется, самая нижняя отметка заработка, чтобы не голодать, это 20 с лишним тысяч лир на одну семью. Если взять стандартного инженера, то он получает около 20 тысяч лир. Если он не женат, на 20 тысяч лир в Стамбуле можно жить без возможности на что-либо откладывать. Можно только жить, питаться, что-то покупать из одежды и все. Но если человек женат и у него есть дети, то с такой зарплатой обязательно нужно, чтобы жена тоже работала. Иначе жить в Стамбуле будет очень сложно. Мировая экономика все хуже. Но такая ситуация не только в Турции. Экономические проблемы есть в каждой стране мира, в том числе и в Америке. Так везде. Эрдоган вынужден с этим мириться, как и многие лидеры во всем мире. Партия Эрдогана в начале нулевых годов вывела страну из тяжелейшего финансового кризиса. Был экономический рост, было привлечение иностранных инвестиций, но та экономическая модель, которую избрала партия справедливости и развития, во многом зиждилась на привлечении инвестиций из-за рубежа. И вот когда отношения Анкары со странами Запада стали резко ухудшаться примерно в середине десятых годов, инвестиции стали падать, и экономика стала стагнировать, стала резко расти инфляция, резко стал падать курс турецкой лиры по отношению к доллару. У Эрдогана очень специфическое видение экономики, и, пользуясь тем, что он контролирует, по сути, центральный банк, Эрдоган действительно апеллирует к тому, что в исламе запрещено ростовщичество, и вообще процентная ставка – это боль, это бич народа. Эрдоган считает, что ее нужно понижать, но каких-то существенных изменений это не приносит. Поэтому Эрдоган пытается апеллировать к какому-то славному турецкому прошлому, к особому пути Турции. И, как он сказал однажды, Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. У нас практически нет иностранной валюты в стране. В бюджетной сфере зарплаты почти не растут. Если сложить все эти факторы, понятно, что мы стоим на пороге финансовой катастрофы.
И судя по тому, что нам говорит господин президент, он никак нам даже не намекает, что собирается каким-либо образом менять экономическую политику в стране. Так что, боюсь, после выборов нас ждут серьезные проблемы. Правильно ли я понимаю, что даже на этих выборах, несмотря на дикую инфляцию, несмотря на всю экономическую ситуацию, в которой сейчас страна, Эрдоган вообще не говорит об экономике? Эрдоган старается избегать ситуации в экономике. Он делает акцент на внешней политике, на мощи турецкого оружия, которое периодически демонстрируется турецкому электорату. Он участвует в каких-то помпезных церемониях, когда представляют достижения турецкого военно-технического комплекса. Турция достигла более высокого уровня развития в оборонной промышленности и дорожной промышленности. Непонятно, как члены правящей партии нажили такие несметные богатства, что их появление совершенно никак невозможно объяснить их вполне обычными государственными зарплатами. Откуда они взяли такие деньги, объяснить невозможно. Почему они живут в шикарных домах и летают частными самолетами? Конечно, лидеру страны нужен самолет. Ничего такого в этом нет. Если у меня в доме 3 машины, то у человека, который управляет Турцией, должно быть 30 машин. Люди говорят о коррупции, чтобы дискредитировать Эрдогана. Это неправильно. Партию Эрдогана, партию справедливости и развития называют семейным клубом по интересам, хобби-клаб. Это, конечно, очень большая проблема, и от этого страдают самые разные сферы в Турции. И, наверное, как никогда это очевидно стало после разрушительного землетрясения 6 февраля нынешнего года. «6 февраля на юго-востоке Турции произошло страшное землетрясение. Были разрушены десятки тысяч домов. Погибли больше 50 тысяч человек. Землетрясение сильно изменило, в том числе, предвыборную ситуацию в Турции. Это было огромным шоком для всего турецкого общества. Даже провластная пресса признает, что предвыборная кампания в стране разделилась на до и после землетрясения. Лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу уже на второй день сказал, что он отказывается рассматривать тему землетрясения вне политики. И именно после землетрясения рейтинг Кылычдароглу как раз-таки стал расти, как бы цинично это ни звучало, но оппозиция заработала себе какие-то очки на последствиях землетрясения, на критике власти за то, что она не справилась с этим землетрясением. Почему оппозиция считает Эрдогана виновным в столь масштабных последствиях этого землетрясения? Все дело в строительной амнистии, которая объявлялась при правлении Эрдогана аж 8 раз. Причем, как правило, перед очередными выборами. В чем ее суть? Владельцы незаконно построенных зданий могли заплатить госпошлину и сохранить свой самострой, не сносить его. В последний раз такая амнистия была объявлена в 2018 году. И тогда было сохранено 2 миллиона зданий. Причем 300 тысяч из них в регионах, которые больше всего пострадали от землетрясения. Конечно, турецкое общество сейчас по-другому смотрит на строительную амнистию, нежели чем до землетрясения. Еще очень важно вспомнить также о том, что более 50% зданий были возведены в Турции
на этих территориях, которые пострадали от землетрясения после 2001 года, то есть уже при Эрдогане. В этом никто не виноват. Это произошло по воле Аллаха. Турция попыталась залечить эту рану, объединившись. Помощь приходила со всего мира. Если бы такая ситуация произошла в другой стране, мы бы тоже помогли пострадавшим. Но это не имеет никакого отношения к государству. На то лишь воля Аллаха. Власти совершенно не были готовы к этой чрезвычайной ситуации и не знали, что делать. Было объявлено, что без указа президента никто никаких мер предпринимать не может. Турции приходила помощь со всего мира. И даже были случаи, когда государство пыталось выдать приходящую гуманитарную помощь за свою. Завалы до сих пор планомерно продолжают разбирать. Восстанавливают разрушенные дома, расчищают и открывают новые дороги. И, конечно же, Эрдогану припомнили то, что он сам в 2002 году пришел спустя 3 года после разрушительного землетрясения в городке Измит. Там погибло порядка 20 тысяч человек. И считается, что в результате недовольства тогдашним правительством на той волне Эрдогану и его партии удалось прийти как раз к власти. Нынешний президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган у власти уже 20 лет. Начинал он с поста мэра Стамбула и всегда пропагандировал исламские взгляды. Причем сначала довольно радикально. За это стихотворение в 1998-м Эрдоган даже на несколько месяцев попал за решетку из-за разжигания религиозной ненависти. Но в нулевые он начинает придерживаться более умеренных взглядов и даже отдельно отмечает, что никакой он не исламист. Тогда же в нулевые Эрдоган создает партию справедливости и роста, которая, как я говорила, проповедует идеи консервативной демократии. И саму партию, и молодого лидера, 49-летнего Реджепа Эрдогана, который постоянно говорит о европеизации Турции, массово поддерживают избиратели, они выигрывают выборы, и в 2003 году Эрдоган становится премьером страны. Тогда Турция еще парламентская республика. Став премьером, Эрдоган проводит реформы и лишает парламент многих полномочий. В 2014-м Эрдоган становится президентом уже президентской республики. А после неудачного военного переворота 2016-го снова правит Конституцию и вообще упраздняет должность премьер-министра. С очень небольшим перевесом, но сторонникам Эрдогана удалось продавить эти поправки, там примерно 51 на 49%, и тогда, да, действительно в стране утвердилась президентская система правления, президент стал играть ведущую роль, он стал наделен почти что неограниченными полномочиями, он может распускать парламент, он может принимать законы в обход парламента, и что, наверное, самое главное, в Турции созданы все условия для пожизненного президентства. Там есть такой пункт, который предполагает, что в том случае, если во время второй каденции у президента возникает желание назначить досрочные выборы, то его предыдущие сроки обнуляются. Таким образом, Эрдоган может править вечно. В турецких деревнях много таких кафе, и мужчины собираются здесь. У нас нет возможности пойти и развлечься в другом месте, сходить в паб, например. Поэтому мы ходим сюда. Здесь играют в настольные игры, проигравшие обычно платят за выпитые напитки. Люди приходят сюда и веселятся. Фермеры устают после работы на земле, и вместо того, чтобы идти домой отдыхать, они приходят сюда и общаются. Пьют чай, кофе и потом только идут домой. Такая у нас жизнь. Мы не удовлетворены своей жизнью, потому что жизнь стоит дорого.
Район, в котором мы сейчас живем, это производственный район. Тут живут люди, зарабатывающие на жизнь сельским хозяйством. Дизельное топливо, удобрения, лекарства стоят слишком дорого. И это отражается на нашем политическом выборе. За кого ты голосовал? ДЖХП. ДЖХП? А за кого ты голосовал? Ты тоже голосовал за ДЖХП? ДЖХП. Все здесь голосовали за ДЖХП. Почему мы поддерживаем Кылыч-Дароглу? Он защищает свой народ, поддерживает бедных, не защищает богатых. Вот почему я поддерживаю Кылыч-Дароглу. Немного о главном противнике Эрдогана – Кемали Кылыч-Дароглу. Ему 74 года, и он тоже ветеран турецкой политики. Еще в 90-е он возглавлял Фонд социального страхования и избирался в парламент страны 6 раз. С 2010 года он возглавляет Республиканскую народную партию. Ту самую партию, которую создал другой Кемаль – Кемаль Ататюрк. Он отец турецкой нации. Именно Ататюрк создал современную Турцию и превратил ее в светское развивающееся государство. Его портреты здесь повсюду, его имя на каждом третьем автомобиле. О роли Ататюрка в истории Турции мы подробно рассказывали в нашем большом выпуске. Так вот, теперь его партию возглавляет Кылыч-Дароглу. Но кроме Республиканской народной партии в коалиции оппозиции есть и 5 других партий с совершенно разными взглядами. Среди них есть и центристы, и националисты, и исламисты, и либералы. И все они объединились и выбрали одного лидера, который представлял их на этих выборах. Был довольно сложный процесс по выдвижению единого кандидата от оппозиции. Были тяжелейшие, изнурительные заседания. Порядка 12 встреч провели лидеры оппозиции. И в конце концов остановились на фигуре Кылыч-Дароглу. Можно сказать, что это компромиссная фигура, потому что если брать, скажем, рейтинги начала 2023 года, то он уступал довольно популярным и более энергичным мэру Стамбула Экрему Имамоглу, мэру Анкары Мансуру Явашу. И тем не менее, все-таки не только, я думаю, за выслугу лет, а в том числе потому, что он лидер ведущей оппозиционной политической силы страны, в начале марта его выдвинули в качестве единого кандидата от оппозиции. Главный аргумент против его кандидатуры заключался лишь в том, что он исповедует алевизм. Это небольшая религиозная община. Турции пришлось преодолевать свои предубеждения и перестать делить людей по принципу, насколько правильную религию они исповедуют. Так что некоторые из представителей 6 оппозиционных партий выступали против его кандидатуры. Но в итоге, наверное, было вполне естественно, что лидером оппозиции и кандидатом в президенты станет глава главного и самого крупного оппозиционного блока – Республиканской народной партии. Он сотрудничал с террористической организацией Рабочей партией Курдистана. Он был на стороне тех, кто убивал наш народ, наших солдат. Как я могу доверять этому человеку? Как я могу голосовать за него? Как можно доверить ему нашу страну? Он никогда не говорил, что отпустит и помилует террористов. Правящая партия пыталась на этом спекулировать, чтобы сместить фокус внимания избирателей с проблем экономики на идеологию. Программа объединенной оппозиции – это такой общий, в чем-то обтекаемый текст, который посвящен будущим политическим преобразованиям, будущим экономическим реформам. Оппозиция главным образом хочет вернуть стране парламентскую систему взамен президентской, которая была установлена при Эрдогане. И это, наверное, ключевой и, быть может, вообще единственный пункт, по которому сходятся абсолютно все оппозиционеры. И другим вопросам есть очень много противоречий. Раз его не выбрали, значит, он где-то недоработал. Если бы не было никаких проблем, он бы выиграл в первом туре. Я тоже верил в его победу. Но к вечеру, когда объявили предварительные результаты, мы поняли, что все пойдет не так, как мы предполагали. Значит, он не смог четко донести свою позицию до рядовых граждан Турецкой Республики, не смог завоевать их доверие. Он и меня не смог убедить окончательно. Даже несмотря на то, что свой голос я отдал за Республиканскую народную партию, до конца я пока ему не верю. Я не знаю, как он будет действовать дальше.
Если честно, я не проголосовал за кандидата, который у меня в душе, а проголосовал за того кандидата, у которого больше шансов выиграть. Я националист, каким был Ататюрк, и поэтому поддерживаю Синана Агана, который тоже придерживается подобных взглядов. Но Кылыч Дароглу – главный соперник Эрдогана, поэтому я отдал голос ему. Я тоже, да. Как обстоят дела с правами женщин в Турции? Могут ли они высказывать свое мнение? С правами женщин будет все сильно хуже, если отменят закон номер 6284 о защите женщин от домашнего насилия. Я против отмены этого закона, но сейчас из-за некоторых консервативных политических партий, вошедших в парламент, думаю, это возможно. Сейчас женщина может выбирать, ходить ей, например, покрытой или нет. Но я думаю, что если правящая партия продолжит быть у власти, мы перестанем иметь возможность выбирать. В нашей стране женщина может сделать все, что захочет. Учиться. Конечно, иногда семьи могут их ограничивать. Это может быть позиция отдельной семьи. Но в образе жизни и стиле одежды нет никаких ограничений. В моем окружении есть люди, которые говорят, что у женщин нет прав. Я им говорю, ну что ты не смогла сделать? Ты мне скажи. Никто не может ответить, что именно. Женщины сюда не ходят, это мужское кафе. Что и тут делать? Пусть женщина будет дома, готовит. Женщины тоже собираются иногда своими компаниями, но дома. Но это я говорю о порядках у нас в сельской местности. В Анталии все по-другому. Там женщины собираются вместе и ходят куда угодно, даже на пляж. Деревенские женщины так не привыкли. Мы все носители одной культуры. Подавляющее большинство турок – мусульмане. Мы все верим в одного Аллаха, в одного пророка. Нас всех объединяет одна религия. Я тоже мусульманин. Но все же я не считаю, что Турция становится какой-то чересчур религиозной. Турция все-таки светское государство. Она продолжает существовать в том виде, в котором ее основал Ататюрк. Эрдоган идет по пути Ататюрка. Но некоторые люди пытаются выставить его в плохом свете, заявляя, что он с него сворачивает. Эрдоган идет по стопам Ататюрка. Как вы думаете, Эрдоган или Кылыч Дароглу ближе к политическим взглядам Ататюрка? Кылыч Дароглу. И наша основная цель – сохранить принципы Ататюрка. Со временем внутри Республиканской народной партии, созданной Ататюрком, стало больше людей, которые не считали его принципы такими уж важными. Эта партия перестала быть партией Ататюрка. Тот факт, что все кандидаты Турции упоминают Ататюрка, еще раз показывает, насколько Ататюрк важен для Турции. Но не думаю, что нынешнее правительство добилось больших успехов в вопросах национализма и светскости, демократии и защиты верховенства закона. В том, что проповедовал Ататюрк. В нормальной ситуации редко бывает, чтобы президент правил страной 20 лет. Господин Эрдоган правит страной уже слишком много. Он устал. Он уже не может придумывать что-то новое. И лучше бы ему покинуть свой пост. Прежде всего, я считаю, что один человек не должен так долго находиться у власти. Должна быть какая-то сменяемость, как минимум. И хочется какого-то глотка свежего воздуха, что ли. Я проголосовала за ЧХП и Кылыч Дароглу. В русскоязычных чатах местных вовсю обсуждают, что Кемаль Кылыч Дароглу ненавидит русских. Чуть ли не всех сразу депортируют. Как тебе кажется, это действительно так? Я думаю, что здесь смешивают два понятия. Первое понятие иммигранта и второе понятие беженцев. И когда речь идет почему-то об иммигрантах, очень многие сюда беженцев засовывают. И если взять Турцию, тут, насколько я знаю, 4 миллиона беженцев, из них 3,5 сирийцы. И когда тот же самый Кемаль говорит, что он избавится от всех, мне кажется, это как раз речь идет не о русскоязычной публике. Мы-то здесь как бы деньги оставляем. И я не думаю, что человек в здравом уме может не любить тех, которые
улучшают его экономику, дают его стране деньги, позволяют его стране, там, я не знаю, строить и так далее. И он их там может ненавидеть. Но это глупо. У меня много русских друзей. Огромная доля наших клиентов – это россияне. Но вот какая есть проблема. Пока сюда массово не поехали русские, аренда жилья, скажем, трехкомнатной квартиры, стоила в районе 2000 лир. И тут вдруг кто-то сдал русским такую же квартиру за 15-20 тысяч лир. Представляете себе скачок? С 2000 до 15. Поэтому владельцы квартир стали давить на своих арендаторов и повышать цены, либо же предлагать выселиться. А почему? Да потому что ты тут живешь за 2500 лир. Я тебя выселю и ту же самую квартиру сдам уже за 40. И ведь снимают. Например, я сам сейчас снимаю квартиру и бесконечно хожу по судам. Хозяин меня хочет выселить. Но у нас в Турции закон на стороне арендатора. Закон меня защищает, и я дальше буду жить в этом доме, никуда не съеду. А правильно ли я понимаю, что сейчас средний житель Турции не может себе позволить, по сути, в аренду нормальную квартиру в больших городах? Да, так и есть. Например, мы сейчас с вами находимся в районе Кони-Алты. Здесь что-то снять уже почти никому из нас не по карману. Но дело в том, что цены на аренду жилья в стране взлетели. Ведь не русские виноваты, а бессовестные владельцы квартир. Это из-за них цены растут. Причем здесь русские. Они просто верят, что квартиры столько стоят. Большинство людей, которые живут, они живут по туристическим комментам. Да? То есть, почему пошла волна отказов с декабря? И то есть это при нынешней власти. Это не потому, что кого-то выгоняют, потому что люди, объективно, не по туристическим причинам приехали, да, и не могут их доказать. Я могу сказать только за себя, я могу сказать за своих друзей. Конечно, все переживают, да, то есть, но мы начали переживать не вчера и не сегодня, мы начали переживать полгода назад, да, и у всех сейчас постепенно уже есть какое-то понимание. Так же, как, мне кажется, у всех это понимание идет с начала 2022 года. Когда ты понимаешь, что у тебя завтрашний день, возможно, что-нибудь опять поменяется. И у тебя всегда есть план Б, С, Д и так далее. И мы все строим этот план. Кылычдароглу в преддверии первого тура президентских выборов сделал несколько, на мой взгляд, важных посланий и российскому руководству, и российскому обществу. Он сказал о том, что он хочет развивать отношения с Россией, он хочет подружиться лично с Владимиром Путиным. И отдельно в одном из своих посланий он подчеркнул, что считает неправильным озлобленность, агрессию, враждебное отношение по отношению к русским людям, которые находятся за пределами России. А правильно ли я понимаю, что в программе «Объединенная оппозиция» нет ничего толком про Россию и про события в Украине? Толком ничего не сказано, да. Оппозиция, я думаю, просто старается избегать этой острой, этой опасной темы. Оппозиция, вероятно, не хотела и не хочет себе как-то навредить, чтобы потом ей припоминали какие-то высказывания. Оппозиция обходит стороной эту тему. И что касается ситуации в Украине, то у оппозиции нет какой-то дорожной карты, какого-то четкого плана, ровно как и относительно развития отношений с Москвой. Во время выборов в турецкой прессе много обсуждали вмешательство в них русских хакеров. После того, как Кемаль Кылычдароглу в своем твиттере опубликовал довольно жесткое обращение к русским друзьям. Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом deepfake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. А это очень загадочное обращение, которое, как я знаю, не все поняли даже в ближайшем окружении Кылычдароглу. Я думаю, это следствие того, что у него есть разные советники. Кто-то ему говорит о том, что надо сближаться с Кремлем и делать дружественные заявления. Кто-то ему говорит, что надо идти на обострение. В общем и целом, на мой взгляд, это все-таки по большей части игра на свой электорат, на публику. Хотя я уверен, что в Москве, конечно, обратили внимание на эти слова.
Некоторые страны пытаются повлиять на выборы в других странах. Это факт. Известно, что Россия очень активна в интернете. Возможно, господин Кылыч Дароглу понял, что некоторые из источников информации связаны с Россией. Поэтому сказал господину Путину не вмешиваться. Был момент один, когда оппозиция пыталась несколько месяцев назад толкать тему, что вот если выиграет Эрдоган, то вот это, значит, с помощью россиян, с помощью Путина. И вот тогда мы такие, ну вот, прикольно, приехали, сейчас мы везде будем виноваты. Но это как-то довольно быстро стихло. То есть я говорю, тут просто в целом, к сожалению или к счастью, нет в Турции каких-то сильных антироссийских настроений. Наш президент великий лидер, как и Путин. И я так говорю, не потому, что вы у меня берете интервью. Я наблюдаю по телевидению за тем, как совершаются великие дела. И сердце мое радуется. Я, как молодой человек, проголосовал за партию ДЖХП. Мы, молодежь, хотим новых политиков. Разве вам не кажется, что стране нужны новые политики? Может, вы измените ваше мнение? Вот в каком году ты начал руководить своей компанией? В 2001 году. 22 года, получается. И почему ты возглавляешь компанию так долго, больше 20 лет? Нельзя путать государство с семьей. Передай кому-нибудь свою компанию, а потом посмотри, как она развалится за несколько дней. Когда придет время, я, конечно, передам. Давай, передай свою компанию. Послушайте, мой отец поддерживает АКП, а я ДЖХП. И не говорите, что в Турции нет демократии. Вот демократия в действии. Отец и сын, один из партии АКП, а другой из ДЖХП. И мы можем это обсудить, а потом проголосовать за того, за кого хотим. И мы с папой не злимся друг на друга. Мой отец никогда не заставляет меня действовать или думать иначе. В Турции есть демократия. Каждый голосует за того, за кого хочет, без принуждения. Я надеюсь, что этот выбор никогда не станет принудительным. Когда выступаешь с какой-либо критикой в адрес действующей власти в Твиттере, в соцсетях, на следующий день уже приходят и стучатся в твою дверь. Иногда приходят прямо посреди ночи. Никакой свободы слова у нас нет. Еще и 4 года назад у меня есть яркие примеры в моем окружении, когда люди элементарно делали какие-то перепосты в соцсетях, например, на Фейсбуке, какие-то видеоролики, выступления оппозиционеров, ну или какие-то неугодные действующей власти сюжеты. И к этим людям затем приходили, например, с проверками из налоговой или там из других каких-то служб. В этом году, по крайней мере, в моем окружении люди уже научены опытом в каких-то своих узких кругах могут обсуждать темы политические и свои оппозиционные, допустим, взгляды. Но вот так вот выставлять на всеобщий обзор и транслировать это уже, по-моему, никто не рискует. И еще немного о свободе слова. Для этого выпуска я хотела записать кого-то из сотрудников бюджетной сферы, обычного учителя или врача. Но все люди, к которым мы обращались, говорили нам примерно одно и то же. И смысл их слов хорошо отражен вот в этом сообщении. Это как раз сообщение одного из учителей. Я сотрудник госструктуры и могу говорить лишь хорошее о нашем государстве. Ничего негативного о стране говорить я не могу. Ситуация со свободой слова в Турции, на мой взгляд, резко изменилась в последние годы. Немало людей пострадали за свои высказывания, за свои убеждения. Кто-то оказался за решеткой, кто-то отделался штрафом, кто-то был вынужден покинуть страну. Достаточно вспомнить о такой статье Уголовного кодекса, как «Оскорбление президента». До Эрдогана она применялась
крайне редко. При Эрдогане статьи стали штамповать просто сотнями и тысячами каждый год, просто за твиты, за какие-то критические высказывания в адрес президента, и поэтому люди стали сдержаннее. На ваш взгляд, является одним из примеров такого политического преследования дело мэра Стамбула Экрема Имамоглу? Безусловно, решение суда, которое было вынесено в декабре прошлого года в отношении Экрема Имамоглу, оно политически мотивированное. Я думаю, что мало кто в этом сомневается. Даже среди сторонников Эрдогана человеку дали почти 3 года тюрьмы и на 5 лет запретили заниматься политической деятельностью за критику власти. Хотя, если разобраться, Имамоглу назвал членов ЦИК дураками в ответ на то, что его самого назвали дураком. Понятно, что Имамоглу был одним из самых наиболее опасных потенциальных конкурентов Эрдогана на президентских выборах. И во многом именно поэтому оппозиция не выдвинула Имамоглу. Мэр Стамбула Имамоглу казался более сильным кандидатом. Но из-за того, что на него было заведено судебное дело, был определенный риск, что в случае его победы правящая партия могла бы активизировать судебное дело и с помощью него убрать Имамоглу с поста президента. Оппозиция не пошла на такой риск. Но сейчас продолжается апелляция, и очень многое будет, конечно, зависеть от результата второго тура. Высока вероятность того, что в случае победы Эрдогана Имамоглу окажется за решеткой, потому что судебная система, она практически полностью подчиняется президенту. Россия и Турция входят в число стран с наибольшим количеством журналистов, находящихся в заключении. Это показывает, что свобода мысли, свобода выражения и свобода общения в этих странах ограничены. Турция больше не относится к категории демократических стран, но тем не менее выборы в Турции все еще могут быть проведены. Благодаря Ататюрку жители Турции получили демократию как некий подарок. Турецкий народ не сражался за демократию, как, например, за нее сражались в Европе. Не заплатил за нее никакую цену. Но турецкий народ заплатил цену за свою независимость. Во время войны за независимость Турции погибли тысячи людей. И представителем людей, которые ценят эту независимость, стал Эрдоган. Кылыч Дароглу же появился только со стратегией демократии. И мне кажется, это не совсем правильно. Люди в Турции даже немного недолюбливают демократию. И эта стратегия была ошибочной. Мне кажется, что перед выборами в городе ездило примерно одинаковое количество автомобилей с изображениями того и другого кандидатов. Мне отсюда хорошо видно проезжую часть, я наблюдаю за машинами. Количество было примерно одинаковое. Телеканалы, большая часть прессы и агентство новостей «Анадолу», важное информационное агентство, все это время работали только на Эрдогана. Достаточно упомянуть о государственной, подчеркиваю, компании ТРТ, которая в апреле Эрдогану предоставила 32 часа для агитации, а Кылыч Дароглу только 32 минуты. Почувствуйте разницу. Огромную роль в этом году играл и, возможно, еще сыграет националистически настроенный электорат. И вот Эрдогану, опять же, в последний момент удалось этих людей склонить на свою сторону, в том числе за счет резкого обострения своей риторики, когда в последние дни он стал клеймить оппозицию, включая Кылыч Дароглу, такими словами, как террористы, пособники ЛГБТ, предатели Родины и так далее. Это сильно завело националистический электорат, который, на мой взгляд, принес в итоге победу Эрдогану. Если посмотреть на разброс голосов на этих выборах по регионам, то можно заметить, что за Эрдогана голосуют в основном небольшие населенные пункты в глубине страны. А во всех больших городах, например, здесь, в Стамбуле или в Анкаре, выигрывает оппозиция. Уровень жизни людей в прибрежных городах выше. Там хороший уровень образования. А на Востоке многие необразованные. И поэтому там так популярна политика правых. Они получают свои голоса оттуда. А левые партии получают голоса из Стамбула, Измира и прибрежных территорий.
На данный момент видно, что население с самым высоким уровнем образования в стране отдали голоса Кемалю Кылычдароглу. Избиратели в большинстве небольших поселений относятся к так называемому консервативному слою. А в больших городах много переселенцев из разных других мест, поэтому политической вариативности там намного больше. Стамбул — это как 100 государств в одном. Тут нельзя тоже сказать, что «Эй, мы тут все такие кемалисты». Потому что в Кадыкеое, в Биоглу, в молодых прогрессивных районах, конечно, все пошли активно голосовать. Но есть же очень консервативные районы. Опять же, есть районы арабские, например, которые живут на паспорта, которые они купили во время правления Эрдогана. Поэтому нельзя сказать, что весь Стамбул за. Просто количество одних районов перевесило количество других. На выборах в Турции всегда была очень высокая явка. Но в этом году побиты все рекорды. Проголосовать пришли около 90% человек. Согласитесь, эта цифра огромна, когда она реальна. Мы посетили несколько участков, не знаю, двузначное число, и везде были толпы, то есть везде были очереди. У них голосование завершается раньше, чем в России, в 5 вечера. Партии пишут: приходите на участки, защищайте свои голоса, потому что действительно все могут войти, грубо говоря, этим самым защищая голоса от изменений. Вот. Ну и люди так и делают. Выходит, что там в 9-10 вечера комиссия уже полностью закончила и передала данные. Мне это видится очень хорошей схемой, которая защищает эту избирательную систему от массовой фальсификации. Что какие-то вбросы могут быть, я не отрицаю. Но я думаю, что это все-таки за счет нашего менталитета российского. Потому что, общаясь со своими турецкими друзьями, они уверены на 100%, что у них выборы честные до конца. Максимум, что они могут допустить, это какой-то человеческий фактор, какие-то элементарные ошибки подсчета мелкие. Были ошибки в подсчетах голосов. Даже на том участке, где я голосовала, была разница в 28 голосов, потому что неправильно посчитали. Я разбиралась с этим. Потом посмотрела, все было исправлено. Думаю, таких ошибок довольно много. Несмотря на то, что и наблюдатели, и журналисты говорили о том, что выборы в целом прошли честно, после первого тура в сети сразу появилось видео фальсификации в одной из турецких деревень. Поскольку комиссий много, их почти 200 тысяч, и с каждым годом, поскольку население Турции растет, то и количество комиссий растет, то, конечно, из 200 тысяч такой разнообразной страны где-то что-то происходит. Насколько я помню, что было на том участке, откуда видео, вначале возник вопрос, как именно кто-то снял так близко проставление печати за Эрдогана, что фальсификатор этого не заметил. Похожее объяснение такое, что это было некое хулиганство, что кто-то подрался, отобрал, стал это делать и снимал это намеренно. Я думаю, что, особенно если мы сравниваем эти выборы с Россией, то это честные и довольно-таки прозрачные выборы. Все-таки в последние годы оппозиция приноровилась наблюдать за выборами, контролировать ход голосования, процесс подсчета голосов. И можно сказать, что по-прежнему у Эрдогана пока нет такого контроля над ЦИК, как над той же судебной системой. Смотря на общий контекст, кажется, что у Эрдогана как-то руки, что ли, не дошли до избирательной системы. Я думаю, еще не дошли, да. Я думаю, что он поступается, я думаю, что он протягивает свои щупальца, и высока вероятность, что у него это получится, если он опять победит на выборах. Сторонники Эрдогана вышли праздновать его победу после подсчета 80% голосов. Именно тогда стало понятно, что он выиграл эти выборы. Хотя в первые часы после закрытия избирательных участков все было совсем не очевидно.
Данные голосования сильно разнились. Проправительственное, как вы помните, агентство «Анадолу» с самого начала сообщало, что Эрдоган лидирует. Но параллельно другое независимое информагентство «Анка» вплоть до самого вечера сообщало, что лидерство за Кылычдароглу. Это напоминало спортивные соревнования. В итоге Эрдоган победил с разрывом всего в 4% голосов. Это примерно 2 миллиона человек. И здесь логичный вопрос. А что будет происходить в Турции? Начнет ли он закручивать гайки еще больше? Я думаю, что Эрдогану даже не потребуется как-то дополнительно закручивать гайки. У него и так очень широкие полномочия. Как я сказал, он в конце концов может избираться даже неограниченное число раз, а в случае необходимости судебная система его поддержит. Но у него есть планы, например, принять новую конституцию. Для него это прежде всего такой имиджевый момент – отменить ту конституцию, которая была принята в результате военного переворота в начале 80-х годов. Очевидно, что она будет еще более пропрезидентской, наделит его еще большими полномочиями. Я думаю, что очень важным фактором будет подавленное состояние оппозиции. Я думаю, во-первых, распадется оппозиционная коалиция, во-вторых, будут какие-то посадки. Ну и в конечном счете, да, Турция, как в том числе говорят на Западе, в конце концов превратится в такую деспотию. В общем, все основания, все предпосылки для этого есть. Турция – страна, которая находится на пути к авторитаризму. Даже несмотря на ограничения, выборы проводятся, и есть люди с противоположными взглядами. Почти половина населения Турции поддерживает демократию. Я не думаю, что на этих людей можно будет сразу оказать давление. Турция может столкнуться с более трудными временами, но через несколько лет пройдут выборы, даже выборы мэра в 2024 году. Поэтому я не думаю, что демократия полностью исчезнет. По крайней мере, я надеюсь, что этого не произойдет. Возраст тех, кто на сегодняшний день занимается политикой и является лидерами партии, слишком высок. Эрдогану 69 лет. Жизнь не бесконечна, и нужно будет передавать власть. После объявления результатов Кемаль Кылычдароглу назвал эти выборы самыми несправедливыми в истории Турции, но не призвал своих сторонников выходить на улицы. Сказал лишь, что нужно дальше бороться за демократию в стране. Вообще о массовых протестах и чуть ли не гражданской войне, которые ждут Турцию, в основном говорили в российских телеграм-каналах и СМИ. А здесь, в Турции, никаких протестов не ожидали. Все герои, с которыми мы общались, говорили нам, что на их взгляд никаких протестов не будет. Кылычдароглу не тот политический лидер, который готов идти на кровь, идти на обострение. Я думаю, что он просто смирится со своим поражением, признает его. Я не думаю, что в Турции кто-то готов реально идти на кровопролитие, потому что под боком есть пример Сирии, которая уже больше 10 лет находится в состоянии гражданской войны. И вот этот сирийский пример, особенно на фоне нескончаемого потока беженцев, он, я думаю, многих отрезвил в Турции. Поэтому вероятность, повторюсь, есть, но она крайне мала. Если даже оппозиция не выиграет, мы уважаем голос каждого. Ну, значит, большинство видит нашу жизнь такой. Мы будем жить со всем этим. И не надо забывать, что каждый сам строит свою судьбу. Самое ужасное, что сделали у нас в стране, они у нас забрали возможность планировать будущее. И сегодня планы больше, чем на неделю, строить в принципе нельзя. И мне бы не хотелось жить в Турции, мне бы хотелось жить в России, но как я сейчас могу сказать, где я буду через неделю или через 2? Мы доверяем нашему государству, независимо от того, кто у нас лидер, независимо от того, кто занимает этот пост. У нас нет другой страны. Мы готовы принимать гостей в своей стране, но мы не готовы сами выступать в качестве таких гостей где бы то ни было. Турецкий народ хотел бы жить так же, как живут сегодня в Норвегии или в Голландии и так далее.
Но турецкий народ очень любит свою страну. Я тоже очень люблю ее. И кто бы ни пришел во власть, Эрдоган, Кылычдароглу, мы часть своей страны. Что бы ни было, мы часть нашей страны, и мы останемся здесь.